Давайте честно. Сколько курсов ты купил за последний год? 3, 5, 10. А сколько прошел до конца? А сколько реально ты смог применить в жизни? Если ты похож на большинство людей, у тебя в папке обучения лежат просто гигабайты вебинаров, чек-листов, гайдов, но результаты, как обычно, ноль. А все потому, что есть куча бесплатной информации, ютубы, статьи, блоги экспертов, которые реально работают, но ты ее не смотришь, не читаешь и не внедряешь. А когда выходит очередной курс от гуру за 100к, ты бежишь покупать, хотя там ровно та же самая информация, что и в бесплатном доступе. Почему так происходит? Потому что твой мозг игнорирует халяву, но скупает платные курсы, даже если они пустышки. Итак, ты купил 10 курсов, но ничего не изменилось. Почему? Да потому что ты ищешь легкий путь. Сейчас расскажу, как работает твой мозг. Подпишись, чтобы не пропустить продолжение. Сегодня разберу психологию этого зомбирования. Я как маркетолог и стратег, который каждый день видит такие истории, расскажу тебе всю подноготную. Почему им бесплатная информация не заходит? Давайте честно, сколько часов вы провели на ютубе, смотря полезные видео? И сколько из них ты реально применил? Единица, потому что бесплатный контент мозг воспринимает как развлечение, даже если что-то серьезное, какой-нибудь там глобальный разбор стратегии, это все равно развлечение. У нас в голове живет древняя лень. Мозг экономит энергию. Ты не обязан ничего делать. Нет потерь, нет мотивации. Ты можешь закрыть вкладку в любую секунду, и ничего абсолютно от этого не случится. Но когда ты платишь деньги, особенно если сумма значительная, наш мозг включает режим оправдания. Он говорит: так, я потратил кровные, теперь я должен из этого что-то выжить. И начинает смотреть, записывать, пытаться внедрить, даже если эта информация ровно такая же, что и в бесплатном ролике. Это называется эффект обязательства. Чем больше ты заплатил, тем ты больше стараешься. И, конечно же, инфо-цыгане этим пользуются. Они знают, что если поставить ценник 100, люди будут вынуждены пройти этот курс до конца, чтобы просто не чувствовать себя идиотами. Но есть нюанс. Когда ты покупаешь курс, ты не всегда получаешь знания. Часто ты просто получаешь мотивацию. А мотивация без системы — это просто выброс дофамина. Если ты не хочешь больше попадать в такие ловушки, подпишись на канал и включи уведомления. Я постоянно разбираю кучу полезной тонны инфы, и тебе будет это не просто интересно, но и очень полезно. Как перестать кормить инфо-цыган и начать реально учиться. Сейчас я расскажу, как инфо-цыгане взламывают твой мозг и заставляют платить за воздух. Надо знать просто каждому, кто хоть раз покупал какой-то очередной курс в интернете. Почему бесплатные видео ты пролистываешь, а курс за 100 покупаешь? Эффект обязательства. Сейчас объясню, подпишись, чтобы не потерять. Твоя лень — это главный враг. Мозг не хочет работать бесплатно, но за денежки готов постараться. Инфо-цыгане — это не просто люди, которые продают курсы. Это профессиональные психологи. Они используют 3 приема, кстати, даже некоторые непрофессиональные. Они используют 3 приема, от которых у тебя просто сносит крышу. Первый прием — это боль и надежда. Они находят просто твою самую острую боль. Нехватка денег, лишний вес, одиночество, какой-нибудь страх упустить возможности, и обещают, что именно их курс решит эту проблему раз и навсегда. Причем делают это настолько эмоционально, что у тебя сразу просто текут слюнки. Второй прием — это социальное доказательство. Они показывают тебе фото счастливых учеников, скрины переводов, толпы на вебинарах. Твой мозг думает: раз у стольких людей получилось, значит, у меня точно получится. Но ты не видишь, что 90% этих учеников нарисованные или подставные. Или они просто, может быть, вообще мимо проходили. Третий прием — это дефицит и срочность. Осталось всего 5 мест. Цена вырастет через час. Доступ закрывается. Это вызывает панику. Ты боишься упустить шанс и хватаешь курс, даже не думая. А теперь самое забавное, что в 90% случаев информация в этих курсах — это просто, и то максимум, это просто пересказ книг, которые лежат в свободном доступе, или тех же YouTube-роликов. Но ты платишь, потому что тебе продали упаковку, эмоцию и иллюзию легкого результата. И вот ты купил курс, прошел его, ну или не прошел. А чудо-то все равно не случилось. Соответственно, ты начинаешь винить себя. Это я недостаточно старался. А как правило, на таких курсах еще не забывают вернуть тебе твою ответственность, что если не срослось, то курс тут ни при чем. Все дело в тебе. Хотя на самом деле тебя просто развели. Знаешь, сколько таких случаев я видела за свою практику? Дохуя. 3 приема, которыми инфо-цыгане высасывают твои деньги. Боль, толпа и таймер. Запомни это и не ведись. Ну а почему же тогда некоторые люди реально достигают результатов после курсов? И как отличить работающее обучение от пустышки? Сейчас разберу. Давайте без крайностей. Реально есть качественные курсы, где дают систему, обратную связь, поддержку, но их очень мало. Я не могу сказать, что их супер легко отличить. Первый признак – это автор не обещает быстрых результатов без усилий. Если тебе говорят: заработай 1 000 000 за неделю, надо бежать.
Реальные знания — это всегда про труд, про системную работу, про ошибки. Второй признак — есть бесплатный контент, который показывает экспертизу. Настоящий эксперт не прячет все под замок. Он дает очень много бесплатно, но, как правило, не дает готового решения под ключ. Он показывает, что он шарит, и тогда платный продукт — это просто удобная упаковка и экономия твоего времени. Третий признак — это есть обратная связь и проверка заданий. Если ты просто смотришь видео, это не обучение, это развлечение. Обучение начинается, когда ты делаешь, тебе указывают на ошибки, и ты это исправляешь. Четвертый — да, нет манипуляции срочностью. Если курс реально ценный, он никуда не убежит. Его можно купить и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Давление — это признак того, что автор боится, что ты успеешь одуматься. Пятый признак — есть четкое представление, для кого этот курс. То есть и для новичков, и для профи это red flag. Для новичков это вагон базы, что для профи это будет абсолютно не актуально. Я когда-то давно покупала пару курсов, и вот нового ничего я не узнала для себя от слова абсолютно. Соответственно, нахуя это надо было? Даже если курс хороший, есть одна проблема. Ты можешь купить его, заплатить деньги и нихуя не сделать. Почему? Потому что деньги не гарантируют результат. Результаты — только твое действие. И тут мы подходим к главному парадоксу. Деньги помогают включить мозг, но если ты не умеешь учиться, ты все равно сольешь их впустую. Как научиться учиться? Это вообще самый важный навык 21 века. Это умение учиться без внешнего пинка. Большинство людей разучились это делать. Они ждут, что им разжуют, еще и в рот положат. Что делать, чтобы бесплатная информация работала? Итак, давайте пошагово. Первый шаг — это перестаньте потреблять, начните действовать. После каждого полезного видео или статьи задавайте себе вопрос: что я сделаю с этим прямо сегодня? Или как это относится к моему бизнесу? Как я это могу применить к своему бизнесу? Второй шаг — это создавайте систему. Не надо сохранять закладки, выписывайте самое главное в блокнот или заметки, чтобы можно было быстро к этому вернуться. И составляйте план внедрения, ставьте себе сроки. Третий шаг — это ищите обратную связь бесплатно. Есть куча чатов, форумов, сообществ, где можно задать вопросы и получить ответы от практикующих маркетологов. Не обязательно платить за это. Вот прямо сейчас, например, поставь на паузу и напиши актуальную для тебя тему или свой кейс. За спрос, как говорится, денег не берут. Четвертый шаг — учитесь на практике, а не на теории. Самое лучшее обучение — это сделать и ошибиться. Курсы нужны, по сути, чтобы сократить количество ошибок, но не чтобы их избежать, потому что невозможно везде абсолютно подложить себе соломку. Если ты освоишь эти простые принципы, тебе не понадобятся дорогие курсы, ты сможешь брать знания из открытых источников и внедрять их самостоятельно. И еще одна ловушка. Даже понимая все это, мы продолжаем вестись на инфо-цыган. Почему? Потому что наш мозг ищет самый легкий путь. Горькая правда, ты сам в этом виноват. Давайте без соплей. Инфо-цыгане существуют, потому что мы хотим легких денег, каких-то быстрых результатов или каких-то волшебных таблеток. Мы не хотим работать, мы хотим, чтобы нам дали готовые рецепты, сказали: делай раз, два, три, все, ты богат. Или как там, т-т-т, что-то там, машина, кто-то там приди. Особенно это касается маркетинга и продаж. Здесь поиск легкого пути — это самый дорогой путь, который только можно выбрать. Предприниматели часто думают так: найму крутого маркетолога, он мне все настроит, и клиенты потекут рекой. Или куплю курс по таргету, пройду его за один день, и сразу взлетят продажи. Спойлер, не взлетят. Даже если ты найдешь супер крутого, дорогого специалиста, заплатишь ему миллион денег, он сделает тебе стратегию, настроит рекламу, напишет посты. Результат все равно не гарантирован. Почему? Потому что маркетинг — это не волшебная какая-то кнопка, это огромная система. Ведь в маркетинге просто десятки факторов. Там продукт, упаковку, позиционирование, целевая аудитория, каналы трафика, воронки и триггеры, аналитика, метрики, тестирование гипотез, работа с возражениями, удержание клиентов. И просто еще 100-500 нюансов, которых ты даже не догадываешься. Даже если специалист тебе даст просто идеальную стратегию, ее нужно внедрить. А внедрение — это ты, это твоя команда, это ежедневная работа, тесты, ошибки, исправления. Маркетинг — это не спринт, это такой большой марафон с препятствиями. И никакой курс, никакие специалисты, никакие гуры не сделают эту работу за тебя. Они тебе могут дать карту, если тебе повезет, и это не пустышка, но все равно идти по ней придется тебе. Поэтому, когда ты в очередной раз видишь рекламу, как найти клиентов за 3 дня без вложений, или там настрой таргет и спи, ты должен понимать, что это просто таблетка от жадности. Единственный способ реально разобраться в маркетинге — это только
вникнуть самому. Да, можно и нужно привлекать специалистов, но даже с ними ты все равно обязан понимать базу, чтобы контролировать, задавать вопросы, видеть, где, например, тебя пытаются наебать, или наоборот просто ошибаются и копают просто не в том направлении. Легкого пути нету. Есть только системная работа, тестирование гипотез, анализ результатов и постоянная адаптация. Если ты хочешь научиться этому системно, подпишись, я как раз про это и рассказываю. Давайте финально. Что сделать прямо завтра? Откройте свою папку с курсами и вебинарами. Выберите один из какой-нибудь самый полезный. Посмотрите его, но не как зритель, а как ученик, с блокнотом, рядышком выписываем все вопросы. Напишите план действий на неделю, что ты внедришь. А главное, сделайте это. И больше никогда не покупайте курс, пока не ответите себе на вопрос: я действительно готов работать над этим? Или мне просто хочется иллюзии, что проблема решается покупкой? Напиши в комментариях, был ли у тебя опыт, когда купленный курс оказался хуйней, или наоборот, реально помог. Давайте обсудим, чтобы другие не попадались в эти же ловушки. Если тебе зашло это видео, подпишись. У меня дохуя полезной инфы уже на канале и уже абсолютно бесплатно. Нет, ну за сотку, конечно, я могу упаковать его в курсик, но, блядь, от переменных мест слагаемых суть не поменяется. Разница только в том, что это бесплатно, а это стоит сотку, но красиво упаковано, а еще рабочую тетрадь какую-нибудь добавлю.